Нормативная маскулинность рабочего класса в постиндустриальных обществах в первую очередь ассоциируется с тяжелым физическим трудом и с квалифицированными рабочими профессиями. В данном случае речь идет о мужской работе, которая противопоставляется женской, которая ценится выше женской работы. Героизация ручного труда и профессиональных навыков способствовали тому, что мужчины-рабочие имели высокий социальный статус, и это помогало им поддерживать мужскую власть над женщинами и мужчинами нефизического труда. Однако, как пишет Даррен Никсон, в 1970-х годах в Великобритании происходит деиндустриализация. Закрываются предприятия, уменьшается число рабочих мест в индустриальном секторе. И это, безусловно, оказывает влияние на нормативную маскулинность рабочего. На рынке труда появляются сервисные работы, которые в первую очередь ассоциируются с женским трудом. Эти работы требуют иных навыков, которые идут вразрез с нормативной маскулинностью. В их числе, например, эмоциональная работа, коммуникативный обмен и практики заботы. Ситуация усугубляется еще и тем, что в условиях жесткой экономии и усиления безработицы мужчины рабочие, особенно неквалифицированные, маргинализуются. Это приводит к тому, что мужчины рабочие вынуждены браться за любые работы, в том числе плохие, прекарные, которые есть на рынке труда. И в контексте социальных реформ, урезания социальной и государственной поддержки, мужчины рабочие выталкиваются в гендерно-атипичные формы занятости. В России основное различие восприятие маскулинности прослеживается в поколенческой перспективе. Советский гендерный порядок предлагал довольно ограниченный набор нормативных моделей мужественности, например, стахановца или ударника труда. Советский кинематограф создавал эти модели. Мужчины рабочие имели относительно хороший, высокий статус, и рабочие пользовались уважением и почетом в советском обществе. Они имели стабильную зарплату и получали социальную поддержку от государства. В 90-е годы социальный статус рабочих резко снижается, ухудшается их экономическое положение, и возникают риски нисходящей социальной мобильности, как отмечает Чарли Уокер. Социально-экономические трансформации приводят к тому, что нормативная маскулинность рабочих ставится под вопрос, а сами они обесцениваются. В современной России на сегодняшний день существует множество разных маскулинностей, которые перенимаются как рабочими, так и мужчинами из других социальных групп. Но существует неравенство возможностей стать успешным мужчиной. В своем исследовании социальной мобильности молодых рабочих, учащихся российских колледжей, социолог Чарли Уокер показывает, что в России, в отличие от западноевропейских обществ, ручные мужские формы труда по-прежнему существуют наряду с женскими сервисными работами. Однако в России ручной труд обесценивается и является низкооплачиваемым. И это происходит в контексте недавних неолиберальных реформ, которые были реализованы в последние десятилетия в России. Своего рода ответом на неолиберальные вызовы становятся индивидуализированные стратегии молодых рабочих, которые стремятся получить работу в сфере услуг. По мнению молодых выпускников колледжей, такие работы предоставляют им больше возможностей для создания успешной маскулинности. Однако такая работа предполагает и работу над собой, инвестирование в образование, в свою внешность и другие вещи, что, безусловно, отличается от нормативной маскулинности и предполагает создание более гибкой мужественности. При этом, как пишет Чарли Уокер, даже если молодые рабочие переходят в сферу услуг, их мобильность оказывается иллюзорной. Это происходит в силу того, что неолиберальный порядок создает объективные препятствия, которые мешают рабочим получать доступ к хорошим работам на рынке труда. И выпускники колледжей вынуждены вовлекаться в прекарную занятость, которая отличается нестабильностью, отсутствием социальных гарантий, гибкими формами труда.